Однажды, после долгого и проливного дождя, когда улицы были залиты водой, а воздух наполнялся свежим, влажным ароматом земли и травы, женщина шла по обочине небольшой дороги, раздумывая о своем дне и об окружающем мире. Она любила наблюдать за погодой, особенно после дождя, когда все вокруг словно оживает. Капли воды блестят на листьях деревьев, асфальт покрыт отражениями серого неба, а маленькие ручейки бегут по канавам и стекают в колодцы. Проходя мимо одной из таких канав, женщина внезапно заметила крошечное движение в воде и листьях. Это был маленький котенок, едва заметный в потоке грязной воды и размытых луж, с мокрой шерсткой и дрожащим телом. Женщина сразу почувствовала тревогу. Животное явно нуждалось в помощи. Она остановилась, присела рядом с крошечным существом и осторожно протянула руки, чтобы не напугать малыша, который выглядел измученным, испуганным и одиноким. Котенок был совсем маленький, его вес составлял всего 300 грамм, и он дрожал от холода и страха. На его маленькой голове были видны следы того, что его клевали вороны. Перья разбросаны вокруг, а кожа была покрасневшей и слегка распухшей. Женщина заметила, что котенок тяжело дышит и постоянно наклоняет голову на бок. Она понимала, что это может быть признаком серьезного повреждения головного мозга или травмы, вызванной нападением птиц. Его глаза, полные страха и боли, смотрели на нее с надеждой, как будто маленький зверек молил о спасении. Женщина почувствовала сильное сочувствие и одновременно ярость. Как могли люди проходить мимо этого крошечного существа, не обратив на него никакого внимания? Вороны, наблюдая за происходящим, продолжали кружить вокруг, и женщина быстро схватила котенка, укутала его в теплую ткань и понесла к машине. Она понимала, что каждая минута может быть критичной, что без помощи человека малыш может не выжить. По пути в ветеринарную клинику она разговаривала с котенком, стараясь успокоить его нежными словами, гладя по мокрой шерстке, прогоняя страх своими словами и теплом. В ветеринарной клинике врачи осмотрели котенка и с тревогой отметили его слабое состояние. На момент осмотра его вес был критически низким, а тело ослаблено инфекцией и травмами. Врачи говорили о том, что сам факт того, что малыш выжил после нападения птиц и пребывания в стоковой канаве под дождем, это настоящее чудо. Однако они также объяснили, что лечение будет непростым. Котенок слишком слаб, чтобы перенести наркоз для проведения полноценного обследования или операции. Поэтому было принято решение вводить антибиотики, чтобы организм мог сам бороться с инфекциями, а также обеспечить котенку максимально комфортные условия для восстановления. Женщина внимательно слушала все рекомендации, отмечая для себя каждый нюанс ухода. Каждая деталь могла спасти жизнь малышу. Она взяла котенка домой и подготовила для него маленькое теплое гнездышко с мягкими одеялами. Рядом поставила миску с водой и специальным питательным кормом для больных и ослабленных животных. Женщина ухаживала за котенком, как за ребенком. Каждую ночь она проверяла его дыхание, гладя по голове, следила за тем, чтобы малыш не переохлаждался, и внимательно наблюдала за реакциями организма на антибиотики. Ее тревога и забота были безграничны. Каждый вдох и каждое движение котенка вызывали у нее эмоциональный отклик. Смешение страха и надежды. В первые дни котенок казался потерянным. Он будто сдался, отказался бороться за жизнь, закрывая глаза и лежа неподвижно. Женщина ночами сидела рядом с ним, не смея отойти, чтобы не пропустить момент, когда он мог бы нуждаться в помощи. Она шептала ему слова поддержки, гладила его мокрую шерстку, давала маленькие порции питательной смеси, чтобы не перегружать его слабый организм. Каждое движение котенка вызывало у нее радость. Когда он пытался поднять голову, она видела, как маленькие мышцы напрягаются, как кроха борется, и это давало надежду, что он сможет выжить. На утро одного из первых дней она проснулась и была поражена. Котенок выглядел значительно лучше, глаза открылись шире, дыхание стало ровнее, а маленькое тело двигалось с новой энергией. Женщина не теряла времени и снова отвезла котенка в ветеринарную клинику для дальнейшего наблюдения и корректировки лечения. Врач оценил состояние Макса, сделал новую инъекцию антибиотика и дал дополнительные рекомендации по уходу, которые позволили постепенно восстанавливать здоровье малыша. Несмотря на улучшение, последствия нападения воронов оставались заметными. Голова котенка была опухшей, мелкая моторика страдала, а на коже были явные следы клювов.
Женщина тщательно ухаживала за каждым поврежденным участком. Промывала раны, наносила специальные заживляющие мази, следила, чтобы котенок не расчесывал кожу, и создавал для него максимально безопасную и спокойную атмосферу. Каждое утро она отмечала маленькие успехи. Котенок пытался играть, стал интересоваться окружающими предметами, начал реагировать на ее голос и прикосновения. Через несколько дней аппетит Макса заметно улучшился. Он стал с удовольствием употреблять пищу, которая ранее казалась ему непосильной. Женщина радовалась каждому глотку, каждому движению лапок, каждой попытке поднять голову. Но вскоре отек головы снова увеличился, и котенок не мог удерживать голову. Это стало новым испытанием для женщины. Страх потерять животное снова накатывал, но она сохраняла спокойствие и терпение, понимая, что восстановление требует времени. К счастью, спустя некоторое время действие антибиотиков стало давать результат. Котенок становился более игривым, энергичным и любопытным. Женщина заметила, что на голове Макса отчетливо видны места, в которые его клевали вороны. Но котенок больше не страдает от инфекций и боли. Он начал исследовать квартиру, осторожно передвигался, играл с мягкими игрушками, пытался прыгать и лазить, показывая характер настоящего бойца. Женщина испытывала чувство огромного счастья. Ее забота, терпение и любовь дали результат, и теперь котенок постепенно возвращал себе здоровье и радость жизни. Прошел месяц с того момента, как она нашла Макса в канаве. Сейчас котенок почти здоров, отличается энергичностью, жизнерадостностью и оптимизмом. Женщина не перестает восхищаться своим питомцем. Каждый день он радует ее маленькими победами, игрой, лаской и верностью. Она понимает, что ему невероятно повезло встретить доброго человека, который подарил ему шанс на жизнь. История Макса — это история о том, что даже в самых трудных обстоятельствах можно найти спасение, и что забота, любовь и внимание способны творить настоящие чудеса. Женщина души не чает в своем питомце. Она уделяет ему все внимание, заботится о нем, наблюдает за каждым шагом, каждым движением, каждым проявлением характера, видя в этом не только процесс восстановления, но и формирование личности маленького существа. История Макса стала примером того, как важна доброта и сочувствие к живым существам, как сильна связь между человеком и животным, и как любовь может спасать жизни. Женщина часто рассказывает друзьям и знакомым о том, как важно не проходить мимо тех, кто нуждается в помощи, будь то человек или животное. Она уверена, что каждый акт заботы и сострадания способен изменить судьбу, подарить надежду и радость. Макс теперь не только здоров, но и счастлив. Он наполняет дом радостью и светом, а женщина чувствует, что ее усилия оправдались сполна. Каждый день с котенком — это маленькое чудо, которое напоминает о ценности жизни и необходимости заботы о тех, кто слабее и нуждается в помощи. Эта история со счастливым концом вдохновляет и учит внимательности, терпению и любви. Если вам понравился этот рассказ, оставляйте лайки и делитесь им с друзьями, ведь истории о животных помогают нам становиться лучше и внимательнее к окружающему миру. У нас на канале множество других интересных видео о животных, полных эмоций, заботы и тепла. Каждое видео — это шанс увидеть, как маленькая доброта может изменить жизнь, подарить надежду и счастье. До новых встреч, и пусть доброта всегда сопровождает вас в повседневной жизни, наполняя сердца радостью и любовью.